Очень часто погода вносит свои коррективы в нашу жизнь и наши планы. Внезапный ураган, ливень, молнии могут застать врасплох кого угодно, а отсутствие тени в летний зной доставляет немало проблем. Но все эти моменты несравнимы с глобальными стихийными бедствиями, когда человек не способен ничего исправить. На Земле есть особые места, где погода бушует всегда, устраивая смерчи, бури, извергая вулканы и многое другое. Людям в такие места лучше не попадать. Давайте разбираться, какие же места самые опасные, разделив их на 4 стихии. Вода. Очень серьезную опасность представляет для человека вода. Каждый год на воде погибают тысячи людей. Одно из опасных водных мест – пролив Салстраумен. Это место в Норвегии отличается самыми сильными течениями на планете. Сейчас это место изучено весьма неплохо, и такой природный водоворот можно преодолеть даже на надувной лодке с помощью опытного капитана. Особую опасность для жизни людей, проживающих возле воды, представляют затопления. Например, красочные Мальдивы находятся под угрозой затопления из-за постоянно повышающегося уровня моря, из-за внезапного цунами или резкого прилива. Волны во время цунами весьма опасны и представляют собой мощную разрушительную силу. Сегодня существуют специальные системы, которые способны смягчить цунами, но все же опасность для жизни людей остается. Так, в 2004 году жертвами цунами, вызванного землетрясениями в Индонезии, стали 280 тысяч людей. Еще одной страшнейшей трагедией обернулось наводнение в 1931 году в Китае, которое забрало жизни миллионов людей. Воздух. В Африке озера Киву и Ньос несут невидимую опасность для людей. Располагаясь в местах вулканической активности, в этих озерах диоксид углерода выходит из-под земли и образует облако. Такой газ тяжелее воздуха, поэтому опускается ниже и вытесняет кислород. В 1980-х годах после очередных извержений погибло более 1500 человек и 3500 голов скота. После этой трагедии разработали методы безопасной дегазации озер. На озере Киву, на котором из-под земли просачивается метан, усилия ученых привели к разработке уникального проекта. Благодаря проекту этот газ получается перекачивать для выработки энергии и получения электроэнергии. В Антарктиде бушуют сильные ветра. На мысе Денисон никто не живет, ведь он самый ветреный на планете. По всему миру есть места, где бушуют сильные бури, которые образуются над теплыми океанами. Таким образом, в мире происходят тайфуны и ураганы. Больше всех из островов страдает Гаити, ведь он лежит непосредственно на пути ураганов, а стране просто не хватает денег защититься от непогоды. Земля. Одной из самых опасных бед, связанных со стихиями, является тектоническая активность. Когда плиты под землей начинают движение, преобразуется потенциальная энергия. При ее высвобождении происходит растрескивание Земли и выброс сейсмических волн. Эти волны поражают поверхность планеты мощными толчками. Так, в 1556 году в Китае погибло более 800 тысяч людей из-за мощного землетрясения. В Калифорнии находится место границ плит земной коры, поэтому сильное землетрясение вполне может обернуться масштабной трагедией. Но многие сейсмоопасные города, которые могут себе это позволить, используют современные достижения архитектуры, чтобы защитить свои дома и здания. А вот бедным странам повезло намного меньше. В 2015 году ученые выяснили, что 8 из 10 городов, которые больше всего уязвимы к стихийным катастрофам, находятся в Филиппинах. Огонь. Большую опасность для всех живых существ представляет вулканическая активность. Из-под земли высвобождается кипящая магма, когда под землей плиты отходят друг от друга. В Эфиопии существует впадина, где встречаются 3 плиты. Это самое активное вулканическое место на планете.
За последние 300-400 лет от извержений вулканов погибло приблизительно 200 тысяч человек. Местом, которое больше других подвержено вулканической активности, стала Индонезия. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.